Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Серап достигает барана. Она извиняется перед ним. Скажи, что баран Серап – моя красная линия. Он говорит, что то, что они сделали с ним, считается тем, что они сделали со мной. Тем временем Дилан видит, как они разговаривают. Он очень ревнив. Бегите обратно в дом. Он идет в свою комнату. Дилан вспоминает разговоры барана с Серапом. Бэрон сказал, что Дилан не должен слушать. Затем Саа говорит, что не хотела расстраивать Серапа Дилана. Эти слова никогда не покинут ваш разум. С другой стороны, Али разговаривал с Ханифе. Сейд говорит Али, что он убежден. Он говорит, что очень хорошо поговорил с Ханифе Ханем. С другой стороны, Чеврии и Джевдит делают первый шаг к тому, чтобы стать приемной семьей. На их пути стоит тот факт, что они какое-то время смотрели на Ягмура, не сообщив об этом полиции. Дилан очень грустит в комнате. Баран подходит к нему. «Почему ты отвел взгляд? Там внизу все было красиво. Рассказывает, что изменилось. Почему ты здесь?» Он говорит, что может сказать мне, что его что-то беспокоит. Дилан выдает это за молчание. Так он говорит: «Ты выходишь, я переоденусь». Его глаза затуманиваются. Барон уходит. Но он не может понять, что происходит. «Дилан, я завидую ему. Что со мной случилось?» Недоумевает он. Потом он ложится на кровать и начинает плакать. Баран говорит, что случилось, почему он плачет. «Я был счастлив внизу». Он говорит, что я тоже был счастлив. С другой стороны, Кадер достигает Кудрет-бея. Он взволнованно говорит: «Позвольте мне доложить барану». Но Кудрет держит его за руку. Это не позволяет. Когда Хасан входит в комнату, Кудрет сидит в кресле и ест свою еду. Когда баран видит, что она плачет, он идет в кабинет. Тот факт, что она плакала, очень беспокоил. Баран говорит Керему: «Давай проведем исследование, чтобы учиться за границей». Он говорит, что я верну ему ту жизнь, которой он будет счастлив. Керем говорит: «Как ты будешь себя чувствовать?» Я заставил его стать корабеем. Он никогда не хотел этого. Затем Дилан снова думает. Кадер подходит к даме и обнимает ее. Судьба вполне счастлива. Дилан говорит, что что-то случилось. Кадер вспоминает свой разговор с Кудрет-беем. «Вы не хотите, чтобы кто-нибудь знал о ваших признаках выздоровления?» Это закрывает проблему. В судьбоносном приглашении также упоминается, что они очень красивая пара. Он говорит, что все смотрят на них. Тем временем на кухню приходит Серап. Когда приходит Серап, Дилан смотрит на него и тут же уходит. Баран подходит к Дилану, который находится в саду. Она говорит, что хочет поговорить с ним. Потом он говорит Дилану: «Я сказала Керему учиться за границей. Ты тоже этого хочешь, да?» Внутренний голос: «Дилан хочет увести меня от нее. Во-первых, он помирился с моей семьей. Так дядя Кудрет позаботился обо мне, теперь школа. Раньше я был этому рад». Он говорит: «Почему я не могу быть счастлив сейчас?» Затем он говорит Барану, что с ним все в порядке. Баран тоже отвечает. Все попытки поговорить с Джихан Сена терпят неудачу. Дилан Кудрет приходит к дяде. Дядя Кудрет спит. «Я собираюсь увидеть дядю Дилана Кудрета. Я не увижу, как ты выздоравливаешь. Когда я впервые прибыл в особняк, я почувствовал себя как в аду. Это заставило меня подумать, что я должен бежать или умереть. Но были люди, которые заставили меня полюбить это место. Вы, сестра Кадер, Гуль, Джихан. Я чувствую внутреннюю боль, когда думаю о том, чтобы уйти сейчас. Он говорит, что я чувствую, что собираюсь отпустить часть себя. Дядя Кудрет все слышал.
Это довольно грустно, когда чевреи возвращаются домой, они разделяют препятствия на пути к тому, чтобы стать приемной семьей. Севреи начинают сомневаться в себе. Почему я не могу быть матерью? Говорят, что по этой причине мне мешают все дороги. Все, что я хочу, это сын. Когда Бэрон пошел в свою комнату, Дилана уже лежала в постели. Внутренний голос барана начинает говорить. Привыкнуть к тому, как ты идешь, будет нелегко. Особняк будет пуст. В этой комнате, в саду, на кухне, милый мой, твоего упрямства будет не хватать. Он говорит, что ты напомнил мне, что у меня есть сердце. Тогда подумайте вслух. Я бы никогда не отпустил тебя, если бы мог. Все говорят о том, чтобы вы видели, как вы улыбаетесь. Главное не я, а ты. Затем Дилан открывает глаза. Но мы не уверены, что вы слышали, что было сказано. На следующее утро вы отправитесь в Баран-Хара. Он спрашивает Дилана, не хочешь ли ты тоже пойти. Дилан говорит, конечно. Баран идет по коридору. Серап говорит, что пойдет посмотреть дом. Он просит Барана выйти вместе. Тут же прорывается Азади. Он не оставит вас в покое, говорит, конечно, придет. Дилан собирается и спускается вниз. Однако Барана рядом нет. Азади, если ищешь сразу Дилана и Барана, не звони напрасно. Он говорит, что они вместе с Серапом искали дом. Он говорит, не обрекайте себя на одиночество с собой. Ферат встречает Дерью. Дерья говорит, когда мы начнем процесс бракосочетания. Ефрат, конечно. Но если спросят, где жених, говорит, срочно ищите жениха. Он говорит, что я люблю Гуль. Дерья говорит, что за горничная. Он говорит, что я не буду с тобой в грязном обществе. Баран и Серап возвращаются в особняк. Дилан не может видеть возвращение Серапа и Барана. Он идет за Бараном. Джихан не может понять отсутствие Сены. Он приходит к вам домой. Сеня очень напряжен. Елдерай говорит, что если вы не ограбите ювелира внутри, он убьет Джихана. Дилан больше не захочет молчать. Он говорит, что я сопровождал вас в Баран. Меня зовут Дилан Коробей, веди себя как женатый мужчина, как он сказал. Баран удивленно слушает Дилана. Однако внутри он доволен таким отношением. Это значит, что он заботится обо мне. Он говорит, что у него такая фамилия. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.